Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на канале Наши Растения. И сегодня мы поговорим о том, как из вот такого антуриума, растущего в один ствол, у которого не появляются боковые ветки, получить вот такой пышный куст. Чтобы получить много цветов на одном растении, в одном горшочке, необходимо, чтобы образовалось несколько растений. Иногда растение самостоятельно начинает размножаться, образуются вот такие боковые детки, иногда от корня, как в этом случае, а иногда прямо на стебле сбоку появляется новое растение. Вот посмотрите вот на этом растении. Вот это детка, которая пошла от корня, а вот здесь видно сбоку начинает появляться листик, но со временем здесь появится второй стволик, и на растении уже будет гораздо больше цветов. Но бывает так, что антуриум растет в один ствол, и мало того, что не появляются детки, этот ствол постоянно удлиняется, начинает вываливаться из горшка, приходится его либо подвязывать к опоре, либо постоянно при пересадке заглублять в грунт. Но несмотря на хорошо развитую корневую систему, как бы мы ни увеличивали горшочек, антуриум продолжает расти в один ствол, а значит, о таком пышном кустике и речи быть не может. Что делать в таких случаях? Первый вариант, если антуриумов у вас несколько. Возможно, вы их когда-то рассадили, и они вот пребывают у вас в таком состоянии. Несколько горшочков, но кустики все вот такие жиденькие, а хочется что-то объемное. В этом случае можно взять 3-4 антуриума и посадить в один горшочек. Как это сделать, я показывала в своем видео номер 7. Можете посмотреть, что из этого получилось. Вариант второй. При пересадке не делите кустик. Почему-то очень многие любят при весенней пересадке, как только увидели, что в кустике 3-4 отростка или вот такие маленькие детки, как в этом случае, многие пытаются их разделить и рассадить в разные горшочки. Если в конечном итоге ваша цель получить растение, на котором будет много цветов, то не рассаживайте маленькие растения в разные горшочки. Даже если вам пришлось разделить кустик, потому что бывает, что образуется много маленьких деток, и они либо мешают, либо их наличие немного портит внешний вид растения, отсадите деток, но не рассаживайте их по разным горшочкам, а соберите по 3-4 растения вместе. Если же в одном горшочке было 3-4 одинаковых стволика, и вы не хотите их размножать, не хотите с кем-то делиться, то оставьте их также в одном горшке, просто увеличьте его объем. Они не будут друг другу мешать, а у вас будет большой пышный букет. И третий случай, когда все-таки антуриум у нас один, никаких боковых отростков нет, деток нет, и он упорно растет в один ствол. Что сделать, как поступить, чтобы начали появляться боковые отростки? В этом случае вам нужно набраться храбрости и просто отрезать этот ствол. Если ствол очень длинный, то можно разрезать его на несколько частей. У меня получилась верхушка, серединка и остался пенек. Не бойтесь делать обрезку растения, если оно цветет, ничего с ним страшного не случится. Вот этот антуриум, который я обрезала, вот его верхушечка, цветочки в полном порядке, воздушные корни активно разрослись, вот его серединка, здесь и корни очень хорошо растут, и уже появился сбоку листик. Но в данном случае нас интересует пенек, а не верхушки. Так, смотрим на пенек. На пенечке. На пенечке уже прорезался первый листик, второй и вот тут внизу третий. То есть это уже будет не просто листья, здесь появится 3 самостоятельных стволиков, каждый из которых сможет дать вот так вот 3 цветочка. И таким образом на нашем растении уже вполне сможет сформироваться 9 цветочков. Конечно, на это уйдет время, несколько месяцев, но здесь выбор за вами. Остаться с растением в один ствол, возможно, кому-то это даже больше нравится, либо получите вот такой большой кустик. Вот в этом горшочке у меня сейчас 4 самостоятельных стволика, 8 раскрытых цветов, 2 бутончика. 2 старых цветка я срезала буквально вчера, поэтому вот на этом растении постоянно 10 цветочков, одни засыхают, появляются новые. Вот такие несложные манипуляции, чтобы сделать растение более объемным, пышным. Если не сложно, напишите в комментариях, какой вариант вам больше нравится, когда антуриум растет в один ствол, такой скромный, утонченный, в гордом одиночестве цветет. Или второй вариант, когда получается вот такой плотный куст с буйным, обильным, непрерывным цветением. Не забывайте поддержать видео лайком, если нашли что-то новое интересное для себя. Подписывайтесь на канал. А у меня на сегодня все. Я прощаюсь с вами и до новых встреч!